5,5 лет мы проездили на разных колясках, которые просто уже не выдерживали. Мы 8 колясок сменили. И я приняла в процессе, уже подходя к концу прошлой реабилитации, я думаю, мы возвращаемся домой, я выбрасываю коляску, она нам не нужна больше. Каждый день вот в журнале занятий, где я подпись ставлю, мы пишем максимальное количество шагов. В прошлом году, наверное, мне кажется, мы уходили, у нас было шага 4. А сейчас вот мы курс начали в июне с 7 шагов. И сейчас, да, у нас максимальное достижение 21 шаг. Это просто что-то с чем-то. Здесь вот верят в детей, здесь вот стараются все делать, чтобы помочь. И каждый внес свой вклад, потому что мы прошли через всех специалистов, здесь через всех массажистов, через всех инструкторов. И в прошлом году, и в этом году. Грубо говоря, брать, если треугольник, я, Аня, специалист, вот у нас вообще на 100% совместимость со всеми. То, что задержка развития, это очевидно, это идет всегда. То есть, когда там пишут диагноз, там ДЦП, грубая задержка психомоторного и речевого развития. Я ее понимаю, она меня понимает. Это, конечно, не значит, что мы не стремимся к нормальному общению, но хотя бы у нас с ней коммуникация налажена. Я ее, например, зову: Аня, идем зубы чистить. А где бы она ни была, то есть здесь-то мы живем в однокомнатной квартире в Питере, а дома у нас дом двухэтажный. И то есть я ее зову сверху: Аня, там, идем кушать, идем еще что-то. И я слышу вот это поползновение, Аня идет, тук-тук, упала, встала. Аня родилась в 2015 году, в марте 2015 года, 29 марта. Вот с того дня, видимо, что-то пошло не так. Приходит педиатр, говорит, что вот это, все плохо. Я очень долго раскачивалась, потому что когда Ане было 3 месяца, не стало ее папы. И, конечно, это все когда одним комом, ты не знаешь, за что хвататься вообще. Это было ДТП, и, естественно, ничто не предвещало. Ну вот просто они возвращались с коллегой со службы, и, насколько, как говорят, наш папа спал, поэтому он, к счастью, ничего не понял, что произошло, скорее всего. А второй сослуживец, он заснул за рулем, и вот как-то вот налетела коса на камень, так сказать. Первые дни, недели, месяцы по ней видно было, что вот ей не хватает папы. Она очень много капризничала, и что-то, наверное, там искала, но не находила. Не хватало тепла, мужского плеча и все такое, к чему быстро привыкаешь. К хорошему уже быстро привыкаешь, отвыкать-то сложнее. Но опять-таки, когда погружаешься в другие проблемы, то остальные уходят на задний план. Тем более, какой смысл горевать, когда есть вещи, которые не исправить вообще никак. Надо дальше идти, бороться, а живые люди жить должны как-никак. Просвет такой вот, наверное, 2 года, как вот такое солнышко над нами засияло, это точно. И я как-то намного оптимистичнее стала. Я сама по себе, такой человек несгибаемый, скажем так, которого меня сложно сломать. Я сама еще и на себе могу нескольких вывести. Но для этого тоже надо где-то черпать вот этот ресурс. И вот люди, которые нас всегда окружали, они помогали мне, а я помогала Ане. Поэтому мы сейчас имеем то, что имеем, и это уже классно. Для меня она борец. Иногда даже я от нее черпаю силы. У родителей таких детей должно быть достаточно эгоизма. У меня такого нет, что вот у нас такой ребенок, все, мы сидим дома и никуда не выходим. Любит пить кофе, вернее, пенку от кофе. Очень любит пирожные, естественно. Погулять, само собой. Мы с ней любим там, так как мы живем в Выборге, у нас там залив, рядом парк, камушки покидать. Ай, господи, не, за ним не надо нырять. Она очень хорошо дорогу переносит, и мне вот нравится именно тоже вот как бы путешествовать с ней. Тем более сейчас, когда не нужна коляска, вот это громоздье, все, взял за руку, кинул рюкзак и пошел. Мы приезжаем домой, и начинается. То есть из разряда «мама, достань», я ее вот так вот беру, поднимаю, она вот так вот смотрит и по этим книгам, какую-то конкретную выбирает и достает. Не то, что планирую, но рассчитываю, да, что жизнь станет более многогранной в каком-то семейном плане, и семья будет расти.
А Анюта, не знаю, я бы хотела, может, в спорт ее в какой-нибудь отдать, потому что в ней столько энергии. Мы с ее папой мечтали, конечно, о биатлоне. Вот, не знаю, хотели, чтобы она биатлонисткой была у нас. Ну, опять-таки, на лыжах же мы здесь ходим. Ну, осталось винтовку взять в руки. Последний год стала задумываться, а что дальше? Ну, надо же тоже, нельзя же все время сидеть вот в этом, грубо говоря, декрете бесконечном. И я для себя поняла, и это не связано с Аней, это было во мне очень давно, еще где-то вот с осознанного подросткового возраста. Хочется другим помогать, деткам помогать, взрослым помогать, не знаю, хоть кому-нибудь.